На моем канале уже есть рецепты разных чечевичных супов, но этот, честно скажу, особенный. Главный секрет здесь в сочетании красной чечевицы и сладкого батата. Натираем батат на крупной терке. В процессе варки он практически растворится и создаст ту самую бархатистую текстуру у супа. А для согревающего восточного вкуса добавим свежий имбирь. Вообще это еще и очень полезная специя. Готовим базу. Мелко нарезаем чеснок, лук и ароматную кинзу. Лук и чеснок подготовят основу для наших специй и сделают поджарку по-настоящему вкусной. В кастрюле с толстым дном разогреваем ложку оливкового масла и приступаем. Сначала обжариваем лук буквально минутку до мягкости. Следом идут чеснок и имбирь. Перемешайте секунд 30, чтобы они отдали аромат, но при этом не пригорели. Всыпаем карри и копченую паприку. В разогретом масле специи раскрываются по максимуму. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и вводим главных героев – промытую чечевицу и натертый батат. В этом рецепте батат работает и за картофель, и за морковь одновременно. А вот в следующий раз я приготовлю уже обычную картошку с цукини в духовке новым способом. Это будет очень вкусно. Не пропустите. Заливаем все водой, нам понадобится 2,5 литра. Доводим до кипения и оставляем томиться на небольшом огне минут на 20. Суп стал густым и насыщенным. Добавляем сок лимона, соль и свежую кинзу. Это рецепт с отличным растительным белком, без лишних насыщенных жиров, с которыми нам всегда стоит знать меру. Это очень вкусно. Тот случай, когда полезный обед может быть таким пряным и согревающим. Приятного вам аппетита!